Не, народ, все нормально, не переживайте. Просто на некоторых моих видео теперь висит вот такая вот надпись. Да, я тоже был удивлен. Оказывается, что даже такой легкий контент, который подаю я, может быть заблокирован в России. Это коснулось не всех видео, но на некоторых теперь вот так. Прошло уже примерно 1,5 недели. Я все еще нахожусь в Нячанге, все еще в своей комнате. На самом деле даже не особо хотелось снимать, потому что в последнее время у меня такое настроение странное, что, честно, не очень хотелось вам его транслировать. Связано это со многими вещами, и с падением крипторынка, и с плохой погодой, потому что пришел монсун, и на улице практически каждый день льют дождики. Но если есть плохие новости, всегда есть и хорошие. Хорошая новость заключается в том, что очень скоро близится тот день, когда я снова отправлюсь в путешествие. И, собственно, сегодня я хочу немного вам про это рассказать, да и вообще в целом, что тут происходило в этом Нячанге. Сейчас я собираюсь проехаться на местное почтовое отделение, нужно отправить одну посылку. Как вы знаете, я делаю украшения ручной работы, типа вот как на мне, из змеиных костей. А вы до сих пор продолжаете меня поддерживать, покупая у меня эти украшения, за что вам большущее спасибо. И вот очередное ожерелье у меня готово. Вот такое красивое вышло винтажное ожерелье. Я его как бы постарался сделать так, как будто оно состаренное. Я решил больше не работать с белыми костями. Использовал здесь камушек амазонит. Ну, в общем, здесь много проделанной работы, сверлений дырочек, бусины дзи, серебро, тибетские четки из агар-вуда. В общем, вот такой вот артефакт кому-то сегодня достанется. Кстати, поедет он аж в Великобританию. Я надеюсь, что он дойдет. Украшения я делаю немного, но какое-то количество еще будет. Может быть, 2 или 3 ожерелья, так как материал все-таки у меня не бесконечный. Поэтому, если кто-то заинтересован в приобретении чего-то вот такого уникального, пишите. Перед выходом обязательно заварить чайка. Кстати говоря, нам пришел чай, я уже в Хаяне показывал. Это наши друзья, сами собирают иван-чай, различные купажи. Вот это мой любимый, это называется живой чай. Представляете, я теперь пью только его. Я вообще теперь не пью китайские чаи, пуэры, вот эти штырящие чаи, которые разгоняют. Только иван-чай. И вот этот чай, его можно заваривать, представляете, без кипятка вообще. То есть я просто засыпаю его в термос и заливаю водой, и получается офигенный такой насыщенный чай. Так что, друзья, если кто-то хочет чайку классного иван-чая, оставлю ссылочку внизу на магазин моих друзей. Только там. Иван-чай только там, друзья. Никакого кипятка. Знаете, мне даже это нравится. Вот походная тема. Не нужно кипятить эту воду. Просто бутылку в термос залил и пошел. Часочек где-то он заваривается. Можно и через полчаса на самом деле пить. Чай теперь на все путешествие должно хватить. Куча вообще с чабрецом, со зверобоем. Там, в общем, все виды есть. Все купажи. Кстати, здесь первый этаж, это буква Г. Я все время нажимал первый. Сначала приезжаю на первый этаж, а потом спускаюсь на самый первый. На улице небольшой дождик капает. Ладно, придется немножко намокнуть. Поеду, короче, на граб-драйвере. Ну че, погнали. Let's go, bro. Короче, почему я еду на грабе? В общем, Нячанг — это такой город, где очень много русских, да, я уже говорил. И, в общем говоря, эти русские, они в основном любят здесь бухать и устраивать всякий трэш. Ну, не все, конечно же, но есть инциденты. Из-за того, что здесь многие катаются пьяные за рулем и всячески дебоширят. Поэтому полиция здесь начала жестко штрафовать, ну, тех, кто ездит на байках без прав. А прав-то у меня, как вы знаете, нету, потому что мои права в Конституции. И, в общем говоря, недавно в город приезжал начальник ГАИ на 4 дня, по-моему. Те, у кого нет прав, практически перестали ездить на улицах, потому что стоят посты. Посмотрим сейчас, увидим их или нет. И, в общем, я решил, что нужно искать как-то выход из этой ситуации и, наверное, сделать себе права и каким-то образом легализоваться на тот случай, если меня остановит полиция. И мне хотя бы будет, какая-то бумажка, которую я смогу им показать. Проезжаем русское гетто, Океанус.
Вот, короче, как всегда, я забыл паспорт, короче. Поэтому едем обратно. Я забываю вещи повсюду просто. Как я мог не взять паспорт, если я ехал на почту? Здесь пахнет так, как будто в соседней квартире кто-то опускает банку или поднимает банку. Паспорт. Фу, шмалью несет просто на весь двор. Вообще здесь многие курят. Ну, так-то просто идешь, даже бывает по улице, где-то попахивает. Так, это мой Броди. Сейчас время, кстати, почти 3 часа дня. Прикиньте, во Вьетнаме почтовое отделение работает 7 дней в неделю. 7 дней в неделю. А знаете, сколько вообще работают вьетнамцы? 30 дней в месяц. Ну или 29, если в месяце 30 дней. Представляете? Так, ну все, мы подъезжаем. Это в центре сейчас практически находимся. Вот оно, почтовое отделение здесь находится. Здесь какие-то партизаны стоят. Мне кажется, я здесь уже был когда-то вот в самом начале своего вьетнамского пути. Блин, смотрите, какой крауд вообще, столько народу. И несмотря на то, что дождь, им вообще пофигу. Вон нарядили дождевики и все, и катаются. Ладно, сейчас самый главный квест, который я уже не могу выполнить, наверное, целую неделю. Отправить эту посылку. Почтовое отделение, кстати, тут такие же, как в России. В принципе, ничем не отличаются. У них тут есть какие-то свои тарифы, что куда отправить. В каждую страну стоит разное количество денег отправка. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что там до Великобритании будет. Так, в общем, поразглядывала она украшения. Спросила, нет ли там внутри золота и каких-то драгоценностей. В общем, 2 вида доставки есть: экспресс или курьером. Сейчас посмотрим, что по ценам. Короче, жесть, народ. Сейчас пишу вот эту бумажку, заполняю. Знаете, сколько стоит отправка до Великобритании? В общем, за все про все она мне сказала 970 донгов. Это курьерская доставка. И 870 это если экспресс-доставка. Получается, что курьерская, ну типа 100 донгов разница, 300 рублей. Получается, что курьерская доставка в Великобританию обойдется мне почти в $40. В $40. Ну, то есть я это украшение за $200 продаю. И доставка $40, короче, в Великобритании. В общем, вообще невыгодно получается. От слова совсем. Короче, пытаюсь выяснить, может, какие-то другие способы есть отправки. Потому что в прошлом году вот мы с Юлей отправляли посылки, и вроде все стоило подешевле как-то. Ну, не $40, блин. Может, с Великобританией, я думаю, что-то не так. Либо меня просто наежить хотят. Не просто вот на почтах в Индии то же самое было. Ты даешь им просто конвертик, а они тебе говорят: мы тебе как килограмм посчитаем, а там на весах 100 грамм, а они как килограмм считают. Короче, тут тоже вот похожая история, походу. Блин, какая прекрасная женщина тут работает, она мне помогает вообще все заполнять, тут что-то упаковывать, даже вот эту пупырку мне принесла. О, ну что, бюрократия почтово-отправная закончилась. Хорошо, на улице так влажненько. Но зато нет дождя особо. Хотя нет, что-то, смотрите, капает. Что вы думаете? Вот так вот заходишь на почту и говоришь: надо отправить в Великобританию посылку. Они тебе говорят: 1 миллион донгов давай. Я говорю: нихера себе, $40. Я думаю, блин, и я такой, знаете, сначала первое у меня такое: окей. Я такой, типа, забитый какой-то. И ладно, окей, будем отправлять за $40. Потом думаю, дай-ка что-то это переспрошу. А как-то мы отправляли раньше подешевле. Она такая позвонила, представляете, чтобы это все узнать, она позвонила начальству, узнала, может ли она отправить мне подешевле, а сначала она мне написала, говорит: не, обычной почтой будет еще дороже, 1 миллион, говорит, донгов давай. И по итогу начальник ей что-то сказал, и она говорит: все, я все, говорит, поняла, 281 донг за отправку. 281. То есть разницу чувствуете? Короче, вот такая вот история. Не часто у меня вообще покупают мои украшения, так что спасибо, Антоха, что заказал у меня мое ожерелье. Носи на здоровье, я надеюсь, что оно до тебя дойдет. Так, дождик начинает усиливаться. Че, беру грабиста, еду обратно в сторону дома, хочу что-нибудь позавтракать.
оказывается, что время уже 3 часа, я еще ничего не ел сегодня. Кстати говоря, я сбился-то. Я рассказывал вообще, чем я тут занимался все это время и что я собираюсь делать. Так вот, занимался я все это время тем, что собираюсь в путешествие. А зачем я собираюсь в путешествие? Потому что, короче, застой чувствую, очень, не очень себя просто ощущаю, когда стою на месте. Эта энергия просто куда-то ушла, мне ничего не хочется делать, мне хочется просто спать. И я недавно 2 суток проспал, прикиньте, просто 2 суток. Мне такой сон снился классный, я проснулся и такой думаю, ну нафиг, посмотрел в окно, короче, обратно пошел смотреть сон, 2 суток вот так. Такие дела, народ. То есть вы представляете мое состояние. Мне в целом вообще особо не интересно даже на улицу выходить, когда я понимаю, что я возвращаюсь обратно вот в эту маленькую комнату и, короче, ужас. Поэтому я собираю вещи, обновляю гардероб, продаю свой байк, покупаю новый байк, на котором я поеду в путешествие. Это будет мотопутешествие. Кстати, это будет первое мотопутешествие в моей жизни, наверное, на такую длинную дистанцию. Потому что, в общем и целом, придется проехать порядка, может быть, 1000 километров на скутере. Ну и, в общем, дофига нужно дел сделать перед тем, как отправиться в это путешествие. Вообще собраться с мыслями, собраться с вещами. Я купил каких-то разных вещей в дорогу. Дождевики, там, всякую защиту от солнца. Вот у меня даже не было штанов, чтобы ехать. А если ехать в шортах, я бы сгорел нафиг. И, в общем, да, пришлось как-то полностью, можно сказать, пересобраться. И уже скоро, совсем-совсем скоро, мне нужно будет отправиться в путешествие. И для меня это, я как бы в целом расслабленный человек, такой спокойный, но трепетно все равно внутри. И вот, кстати, к чему я подвожу, к тому, что у меня-то прав не было водительских, и я говорил о том, что пришлось себе эти права как бы материализовать. И материализовался человек, который помог мне материализовать права. И, в общем, у меня теперь есть водительские права. Вот, там пластиковая карточка, все дела. Я там прям все по максимуму сделал, чтобы даже если меня полицейские остановят, то я им смог показать права и книжку, переведенную там на все эти языки мира. А еще если им не понравятся документы на мой байк, которые оформлены на вьетнамца, я им скажу: доверенность, не хотели, купли-продажи документы. Короче, подготовился вообще. Но, может быть, в путешествии я даже и не встречу ни одного полицейского. Так что, как бы лучше перебдеть, как говорится. Потому что здесь, в Нячанге, здесь копы штрафуют людей просто на... вот представьте, без прав езда или там шлем не надел, прав нету. 4 миллиона донгов сразу. Херакс. Документы показывает человек. Так это документы на вьетнамца. А где договор купли-продажи? Ой, извините, начальник, нету. 12 миллионов донгов. На. И, короче, после того, как здесь копы местные начали таким образом кошмарить местных жителей, как бы русских нячанцев, то они все как бы испугались, поджали хвосты. Конечно, никому не нравится. Все боятся вообще ездить. Реально. Я встретил чувака недавно, подписчика, мы заобщались. Я ему как бы говорю: чувак, если вот права как раз сделал, там что-то рассказываю, вот это, то, что путешествие собираюсь. Он говорит: чувак, блин, я свой байк продал, потому что у меня прав нету. Представляете, человек продал байк, потому что он боялся, что если его остановят копы, то они не просто штраф же еще выписывают, они еще и байк конфискуют, который, чтобы потом забрать, да хрен вы его заберете, короче, нужно выкупать за бешеные деньги. А техника здесь стоит, по 3 миллиона, там, по 5 миллионов кто-то покупает байки, проще его уже забыть и проститься с ним. А если техника дорогая, так это вообще кошмар, там, представляете, 10 миллионов, 12 миллионов просто штрафа, и еще и потом выкупать его. Жесть. Поэтому лучше, если есть такая возможность, делайте себе права. Такая возможность есть. И права как бы сделать можно. Поэтому, если у вас возникнут трудности с этим, просто напишите мне, и я вам помогу решить ваши трудности с вашими правами, которых у вас нет. Такие дела. Так, поеду обратно в свой район. Что-то я разговорился. Поехали. Граб-таксисты. Кстати, дешевое вообще развлечение. 22 донга. Вот я от дома доехал до почты. Так что многие здесь вообще даже не хотят сами водить, потому что, дешево. И, много вьетнамцев на дороге, аварии тут случаются периодически. Бухие русские ездят, сами понимаете. Еще и копы лютуют. В общем, такие дела. Да, такая движуха на улицах Нячанга. Когда солнечный день, народа еще на улице больше. Хотя, знаете,
В монсун в целом неплохое время, потому что, не так жарко. То есть реально в такую погоду солнца нет, можно гулять спокойно, не жарко, да даже прохладно как-то, знаете. Я сейчас сплю, даже вентилятором не пользуюсь, не то что кондиционером. Я уже приехал, что-то я решил, что надо бы выпить чашечку кофейка. Кофейка? Что-то я подсел на кофе вообще. Вы как вообще относитесь к кофе? Я сначала думал, что это вредно, а потом, знаете, почитал про кофе, оказывается, это какой-то вообще суперпродукт, и там какие-то тысячи макро-микроэлементов содержатся. Ну и, в общем, если не жестить и там не пить 10,5 чашек кофе или одну, как у Оззи Осборна, в день, тогда, нормально, даже полезно для здоровья. Опачки, кто это у нас в клуб приехал? Бильярдик поиграть. Ха-ха-ха, такие забавные ребята на велосипедах. А вот, кстати, бильярд — это очень популярное местное развлекалово. То есть все абсолютно, от мала до великого, в Вьетнаме играют в бильярд. Я не знаю, что они нашли в этой игре, почему именно бильярд. Посредственная игра, как по мне. Шары кием гонять по столу. Так, хуже только футбол, наверное. Просто футбол — это какая-то дегенеративная игра, на мой взгляд. Сорян, футболисты. Бегать, гонять мяч. Такое, на любителя, да. У меня просто такое отношение к спорту, знаете, потому что я всегда больше как-то в творчество уходил. Энергию направлял вот в какое-то что-то создание чего-то или в придумывание чего-то, мыслительные какие-то процессы. И мне кажется, что люди, которые занимаются спортом, бегать им нужно постоянно. Hello. Ребята поехали. Вот, кстати, я не знаю, это кто? Это военные или это какие-то кадеты? Кто это? Гляньте, какие прикольные вообще пионеры. Так вот, я говорил про то, что куда эту энергию девать. То есть, если энергии до хрена, ее нужно девать либо в искусство, в творчество какое-то пускать, либо если на творчество не лежит, так сказать, душа, то куда ее еще девать? В спортзал идти или вот на поле футбольное бегать просто и из себя выгонять всю эту энергию. Но я считаю, что в творчество это прикольнее. Чем просто пойти и выбегать всю эту энергию на поле, и куда она делась, просто устал и пошел после этого отдыхать. Ой, да, на любителя все. Кому что нравится, реально. Так, и что, покажу вам море, что ли, немножечко. Уже море грязное. Плавать, как вы видите, вообще уже даже и не стоит. Так выглядит монсун Нячанги. Кстати, именно поэтому все отправляются на юг, потому что здесь сезон заканчивается, на юге сезон начинается. И я тоже, кстати, не исключение, тоже собираюсь ехать по направлению на юг. Даже тут стремительно темнеет. Сейчас есть еще один хвостец. Тут Андрюха где-то гуляет неподалеку. Нужно накачать на байке колеса. Совсем темно не стало. Нужно еще последнее полезное дело за этот день выполнить. Андре, здорово. Так, я вот Андрюху встречаю всегда, когда нужно с байком что-то делать. Либо вскрывать багажник, либо чинить колесо. Сейчас, возьму свой байк, поедем накачаем ему колесо. Еще важный момент. Скутер, на котором я поеду в путешествие, это как раз скутер Андрея. Собственно, я продаю свой и покупаю у него его скутер. Так, по встречке гонит. Едем сейчас, пытаемся найти шиномонтажку. Ни хрена уже не работает. Я, как обычно, еще такой день выбираю. Воскресенье, когда все закрыто. Нужно заняться подкачкой колеса. Прикиньте, такая тема. Здесь на заправках нету эйрпампа. Нельзя накачать колесо. Очень странная тема. Целый квест. Просто обычная подкачка колеса обернулась в целый квест. Смотрите, здесь сок делает, а здесь колеса подкачивают. Но никто не хочет этим заниматься. И у них здесь вот такой жест, который они всегда показывают. У нас ничего нету. Такая тема. А колесо, чтобы вы понимали, я почти на диске уже еду. Офигеть, и заднее тоже спустилось. Я надеюсь, что они не проколоты, а просто их надо было подкачать. Ура! Нашелся, чувак с компрессором. Качаемся. А прикиньте, я, когда этот байк с чуваком встретился, которому я его собираюсь продать, он его забронировал.
Я такой говорю, да, байк, все нормально с ним. И 2 спущенных колеса. И я узнал, что я катался на спущенных колесах вообще. Ну, кстати, можно и так. А буду брать у Андрея вот этот, смотрите, Sim Shark. То есть, получается, я со 133 кубов на 125 сажусь. Зато вот сюда мой... Ездить не хуже, не переживай. Взял 5 донгов за накачку колеса, а я на радостях даже ему 10 дал, потому что он мне 2 накачал. Короче, дьявольщина какая-то, реально. Накачал колеса с байком, вообще все просто окей было. Сажусь, все, не работает аккумулятор. Я только что поменял аккумулятор, реально, вот это было на прошлой неделе, новый аккум купил, самый дорогой причем. Что вообще происходит? Может, проблема с генератором какая-то, я не знаю даже, народ. Короче, хз, мне сейчас вот этот мужик, надеюсь, поможет или даст какое-нибудь, не знаю, зажигание. Я попробую с кика его сейчас завести, но тут тоже проблема, видите? Кик застрял, но вот эта вот штучка, ножка, это не раскладывается, блин. Короче, не знаю даже, что делать. Так, мужик ВДшкой мне решил смазать эту ногу. Блин, какие они все умнички, вообще помогают, блин. Спасибо, мужик. Ты такой классный, хоть и такой маленький. Да, вот я уже говорил об этом. Такая морока это со старыми байками, знаете. Я, кстати, его на продажу выставил в 2 раза дешевле, чем его здесь в Мечанге продают. Вот такие байки, как мой, продают где-то за 7 миллионов, прикиньте. А я его за 3,5 выставил. Ну, типа, я считаю, что это нормальная цена. Плюс там чувак вложит в него, 1 миллион. И будет себе дальше ездить. Жара пошла. Мужик завел его. Офигеть, ты просто колдунство какое-то, фокусник, блин. А, ну, кстати, вот я только что узнал, что у меня кик работает, прикинь. Я же тебе говорил, что у тебя... Завелся с кика. Потом сейчас скажешь, что с генератором проблемы, походу. Ну, да, с кика заводит, камон, бродер. Ну, блин, короче, пока что вот так. Смотри, а чё колесо крутится все время? Ну что у тебя холостые высокие? А чё они такие высокие? Может, его как-то... Блин, офигеть. Так его надо регулировать, значит, чинить. Прикиньте, я бы на нем поехал в путешествие вот так на юг. И, Андрюх, я надеюсь, что у тебя байк, блин, меня не подведет по дороге. Ну, ты проверен. отвечаешь за него? Я на нем на север ездил, так что... Нормально. Ну, я надеюсь, что не будет никаких проблем в дороге. Короче, эти приключения с починкой байков самое хреновое, что только может произойти. Ладно, тогда надо гнать до дома, в натуре его ставить. Заведешь и ехать в мастерскую. Да, погнали. Короче, все, домой ставить эту адскую технику. В магазинчик заскочил, что-нибудь домой купить ништяков. Вот этот джекфрут все время беру, красный, сладкий, офигенный. И, ну, в основном в этом магазине я только вот покупаю вот эту штуку. Можно даже 2 взять. Смотрите, на эту, кстати, скидка почему-то, а на эту почему-то нет скидки. Интересно, почему? Магаз Moon Milk называется. Ну, тут цены, короче, туристические на самом деле. Ну, что-то тут можно выбрать. В основном вот исключительно русские people закупаются в этих магазинах. Вьетнамцев практически никогда не встретите, потому что дорого. Это как бы один из немногих магазов, где можно сыра, там кусочек взять какого-нибудь и... Короче, такие продукты, которые в локальных магазах обычно не купишь. Короче, цены вот какие-то неадекватные. Смотрите, например, пачка M&M's стоит 93 донга. Типа 300 рублей за конфетки. В общем, ну, некоторые продукты, типа Ritter Sport 115 стоят тоже. Больше, чем 300 рублей стоит шоколадка. Типа, схерали так дорого. В общем, в Монмилке такое гиблое дело, на самом деле, закупаться, но это экстренный магазин, типа, когда ночь настала уже, ну, там время часов 9-10, можно купить что-то, когда рынок закрыт. Сэндвичи такие по 25 донгов, и еще скидка на них бывает там вечером. Ну, короче говоря, в принципе, так, на перекус можно что-то собрать. Ну, короче, вот в пакете 2 запайки джекфрута, кусочек сыра и 2 сэндвича. Это все на 160 донгов. Ну, то есть, блин, я не знаю, что, в Москве, что ли, нахожусь? Кажется, схера ли так дорого? А потому что это Moon Milk, блин, друзья, Moon Milk. Еще тормознул, взял бутылочку воды, 30 донгов. Получается 160 плюс 30, 190 донгов. Вот, смотрите, у меня теперь здесь еды на 2 дня. Фу, день какой-то странный вообще просто. Еще вот эта погода, ну, какая-то такая дождливая, она какое-то меланхоличное настроение воспроизводит. Я не знаю почему, но типа как-то все серо так и не позитивно. Закидываю еду по-быстрому и поедем с Андрюхой, поедим. Тут рядом есть кафешка одна прикольная. Там готовят
борщ. Ну, типа русская еда, знаете, просто. Иногда, бывает, скучаю по русской еде, но не часто я ем, типа пельмешки какие-нибудь там, или макарошки, селедку под шубой. Ну, короче, когда долго живешь в Азии, потом уже как-то отвыкаешь от того, что вот эту всю заморскую еду употребляешь в пищу. В основном вот я употребляю в пищу, это реально стараюсь, по крайней мере, фрукты и иногда вот на вот эти сэндвичи, сэндвичи не полезно на самом деле. Хочу вообще перейти, знаете, на фруктовую диету. Вообще не есть никакую еду, кроме фруктов. Потому что я вспоминаю, раньше у меня была такая диета, я в России все лето ел одни фрукты. Просто там банан и апельсин, мог там в день 3 апельсина съесть. Какой-то период у меня был. Я помню, было энергии столько много. Мне кажется, что мне нужно, да, сменить диету и есть меньше вот этой еды и, на фрукты переходить. Говорят, что веса много теряют при этом, а я и так худой. Такое. Так, русская кафешка, пельмешки, чебуреки, цезарь с тунцом. Ну, цены в целом, картошечка за 55 есть. Или чебуреки 70 стоят с курицей, например, за 2 чебурека. Ну, сейчас сами посмотрите. Мне нравится здесь, как готовят вкусно. Как, знаешь, типа, как бабуля приготовила. Тут особенность русских кафешек. Тут есть наливочки всякие разные. Зашли, вот так взяли борщица с сальцом и рюмочку самогоночки. Самогоночки. Интересно, это, как думаешь, импортированная, экспортированная? Думаю, местная. По-любому из тростника сделали. Да. Ну и алкоголь, он обязательно в русской кафешке должен быть. По-другому не может. Так, что, пельмешки принесли. 14 пельменей, 70 донгов стоят. Что, как пельмешки, нормально? Шикарно. Вообще. Кто вот их так научил готовить? Интересно. Зацените, чебурек просто принесли вообще. С размером гигантский. Вообще за 70 донгов 2 чебуречка таких. 70 донгов пельменей. И если поделить 2 чебурека пополам, типа с кем-нибудь, вот как с Андрюхой, то получается там условно 35 донгов стоит 1 чебурек. 100 донгов. Такая порция еды, чтобы наесться. Чебуреки вот эти просто огонь вообще. В них мясо, мне кажется, что, я не знаю, мне кажется, он весит грамм 400, этот чебурек. То есть это целиком. Он реально гигантский. За 35 донгов вот это все, это просто находка. Прям вот эту. Я не то, что люблю там кафе рекламировать какие-то, но вот на эту кафешку я оставлю ссылку внизу. По-любому зайдите сюда за этими пельмешками и чебуреком. Рекомендацион, Вот так кафешка называется. Кафе for you. Только для тебя. Уже дома. Почти. Вот так вот как-то, друзья, проходят мои дни. Подготовка к путешествию. По чуть-чуть. Все вот так делается, чтобы потом комфортно можно было снова снимать travel-блог. Сегодня уже, наверное, ничего не буду снимать. Завтра предстоит еще починка генератора байка. И, какие-то бытовые хлопоты. До начала моего приключения остается меньше 10 дней. Так что за это время я буду готовиться физически, психически, морально. И, в общем говоря, скоро все начнется. Народ, уже вечер следующего дня. Я тут неподалеку от русской резервации сижу. Новости сегодня такие были, что копы вообще начали лютовать уже во дворе прямо вот этой резервации, уже во дворе прямо принимали людей, которые даже не на байках катались, а просто стояли рядом со своими байками, представляете? И, в общем, как-то жестко они все стали действовать, отнимают мотоциклы, в общем, люди напуганы и... Знаете, у меня, походу, реально какое-то чутье есть, потому что еще до того, как все это дерьмо начало происходить с копами, я что-то подумал, надо сделать права, братан, да. Замути себе права и живи спокойно, как говорится. Поэтому пока тихонечко, спокойно хожу пешком, жду, пока мне по почте идет книжечка с пластиком, и потом уже поеду спокойно себе в путешествие, зная, что все законно, что никто меня не остановит. По крайней мере, я так надеюсь. В общем, всем хорошего вечера. Буду выходить на связь, как обычно, если что-то интересное будет происходить. Пока. Все как-то так.
Короче, домой иду уже с прогулки. Что, знаете, в целом, с одной стороны, это, может, кого-то напрягает, что стали за права спрашивать, там, и бабки требовать. С другой стороны, меньше будет пьяных на дороге людей. Да и вообще, в целом, меньше людей на дороге будет тех, кто водить не умеет. Короче, все как обычно. Там, где появляются какие-то минусы, тут же появляются какие-то плюсы. На каждое действие есть свое противодействие. Поэтому самое главное, чтобы все оставалось в балансе. Остальное все ерунда. Ну и в целом я считаю, что человек, который живет в Азии уже долгое время и хочет без прав здесь ездить на транспортном средстве, пускай к этому как-то подготовится и хотя бы что-то сделает, чтобы себя обезопасить, ну и других тоже. Ну а в конечном итоге мне вообще, если честно, пофигу. Пускай каждый делает, что ему хочется. Сегодня как-то обсуждали эту тему с Андрюхой. Ну и думали, что может ли это как-то повлиять на то, что если копы начали так бытовать, штрафовать людей, что туристов здесь станет меньше. Я не знаю, но мне кажется почему-то, что туристы, они всегда были и будут. Если здесь даже стали штрафовать за отсутствие прав, то ни на что это особо не повлияет. Просто люди будут пользоваться новыми услугами. На рынке сразу же появляется people, который помогает сделать себе сувенирные права. Ну, а местным копам, в принципе, им достаточно и вот этих сувенирных прав, чтобы не напрягать людей, потому что все равно никаких баз данных у них нет. И свериться ни с чем они не могут. Поэтому большинство документов, которые за пределами нашей родины, здесь они, по сути дела, Филькина грамота. Так что самое главное вообще в этой всей истории — это на уверенных плечах все делать. И тогда все будет окей. Короче, копы тоже на самом деле наученные ребята уже на опыте. Они сразу видят, когда перед ними уверенный человек или когда перед ними новичок, с которого можно стрясти бабки. Все, подхожу уже к дому. Сегодняшний день закончился, не успевший даже начаться. Реально опять проспал практически половину дня. Не сделал то, что задумал сделать. В общем, не знаю. В последнее время очень много сплю. И не знаю, от чего это зависит. Может быть, пониженный тестостерон или еще что-то. Ну, короче говоря, такое ощущение, что это просто затишье перед бурей. И когда приключение начнется, энергия вновь меня наполнит. По крайней мере, я на это надеюсь. О, дом, милый дом. Что-то как-то я демотивирован перед путешествием, на самом деле, народ. Вообще, в целом, знаете, последнее путешествие, где вот мы целый месяц с Митяем путешествовали, и я снимал, все это монтировал. Фидбэк очень крутой, с одной стороны. Благодарю вообще всем, кто комментарии писал и так далее. И Митяй там всем отвечал. И все в этом духе. Но по факту, если смотреть глобально, в плане Ютуба, то есть даже в комментариях некоторые писали, что за дела? Гринч, ты делаешь такой классный контент и так стараешься, снимаешь эти путешествия. Практически, можно сказать, я вышел на уровень сериала. То есть, по сути дела, это и был сериал. Я снимал каждый абсолютно день продолжения следующего дня. По каким-то причинам этот контент не набирал должных просмотров. И вот если задуматься, какие могут быть причины, почему какой-либо контент не набирает тех или иных просмотров. Я думаю, что с одной стороны это зависит, конечно же, от автора, от его подачи вообще, и в общем и целом, какой контент выходит. С другой стороны, когда аудитория уже есть, да, и возьмем, допустим, что все мои ролики из путешествий набирали в среднем 10 тысяч просмотров, учитывая, что на моем канале практически 50 тысяч подписчиков. И даже если брать из расчета того, что 10 тысяч человек смотрят ролик, лайков под этими роликами где-то 600-800 штук. То есть получается, что из всех посмотревших, допустим, новый ролик,
лайк ставят меньше 10%. Комментарии, как вы понимаете, пишут еще меньшее количество людей. Наверное, где-то там комментариев 300-400 может быть в лучшем случае. Это значит, что еще меньше 10%, там 4% людей из посмотревших дают какой-то фидбэк. Ну а как работают алгоритмы и как набираются просмотры, я думаю, объяснять не стоит. Но если кто-то не знает, могу объяснить. В целом, все решают зрители. Если вы ставите лайки, если вы пишете комменты, ролик прокидывается в рекомендации. Если вы смотрите ролики и не перематываете их, если вы просматриваете рекламу даже настолько, алгоритм все это чекает. И этот ролик начинает заходить в рекомендации, предлагаться людям, которые не подписаны на меня. Соответственно, ролик получает большие охваты. И вот я смотрю на эту статистику всего путешествия, всех этих фильмов, и вижу как бы такую штуку, которая меня немного демотивирует. С одной стороны, мне пофигу, кто посмотрел, кому нравится, окей, кому не нравится, не смотрите. Но сам фидбэк, да, вот этот вот лайк, он настолько маленький, что не дает моим роликам залетать в рекомендации и, не получается какого-то буста. Соответственно, не прибавляются подписчики, не прибавляются просмотры. Соответственно, монетизация роликов просто смешная. Чтобы вы понимали, с одного ролика, я сейчас снова монетизирую свой канал, с одного ролика я получаю где-то 2000 русских рублей. Трудозатраты, чтобы это все снять, потратить в путешествие там деньги, да, все это смонтировать, выложить, и через месяц, то есть даже не сразу, я могу получить с одного ролика 2000 рублей. Конечно, немножко это демотивирует, потому что если бы ресурсы были бесконечные, с одной стороны, было бы пофигу. Но когда ресурсы кончаются, соответственно, кончается и мотивация вообще снимать что-то дальше, выкладывать. Не знаю, просто решил с вами поделиться своими мыслями, как я все это вижу, потому что, я такое количество лет уже делаю контент просто так. То есть у меня большинство времени, все эти годы, вообще не монетизировался канал. То есть я не получал никакой монетизации. Единственное, откуда шли деньги, это ваши донейшены. То есть, собственно, я на это и жил все это время. Но в целом, когда канал монетизируется и, условно, если просмотры увеличиваются, тогда можно даже на монетизации вывозить, хотя бы окупать какие-то расходы в путешествии, допустим, там проплачивать себе отели с этих денег, покупать себе еду, арендовывать транспорт и так далее. Я все равно буду снимать эти видосы, не знаю, насколько меня хватит, потому что, вы уже знаете, те, кто меня смотрит давно, я могу и на полгода просто пропасть и заниматься своими делами, просто жить и на YouTube даже не заходить. Но в конечном итоге я вам обещаю, что видосики все равно так или иначе буду выпускать. Будут они окупаться или приносить деньги, или не будут. Но если вы это посмотрели, и мне удалось немножко объяснить, почему те или иные ролики продвигаются в YouTube или нет, то поставьте лайк и напишите комментарий, пожалуйста. Может быть, тогда мои ролики снова начнут залетать в реки.